Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро расклад, что случится, что произойдет в ближайшее время, события и неожиданности ближайших дней. И мы сегодня рассмотрим с вами вопросы, которые несколько не вписываются в рамки времени. События, которые произойдут в целом в июне месяце. Прогноз без границ или расклад без временных рамок. И я искренне надеюсь, что этот прогноз будет вам чем-то полезен. Поэтому подумайте о чем-то важном. А может быть и так что-то из головы у вас не идет. Вот что занимает ваши мысли? Приготовьтесь услышать какую-то очень важную информацию, которую как секрет вам готовы раскрыть карты Таро. И мы достанем 6 карт, зададим 6 вопросов, ответы на которые будут означать какие-то важные подсказки, то, что вам нужно услышать прямо сейчас. Итак, что внезапно, что неожиданно в вашей жизни? Что вас удивит в июне месяце? С чем или с кем будут связаны как и удивление, так и вот эти всякого рода внезапности? Может быть и третий фактор, и третьи лица, у кого-то документы, важные согласования. Ну и к чему приготовиться, к чему все идет? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие весы? Или что будет меняться? Посмотрим на отдаленное будущее. Может быть, это где-то конец июня. Энергии у нас совершенно разные, поэтому я и без границ делаю расклад. И вполне вероятно, это конец июня и где-то с заходом на июль. Итак, карту совет тоже достанем, которую откроем в самом конце. Так что же вас удивит? Что будет для вас внезапно, стремительно ваша сила? Для кого-то из вас хочется сказать, вот начинается июнь в таких мягких, нежных, добрых энергиях, поскольку Венера, ваша планета-управитель, в раке. Семья, дом, творчество, любовь, где-то безопасность, комфортность жилища, вот это все очень важно. И далее у нас 9 числа будет соединение, волшебное соединение. И энергии будут действовать с 9 по 13, когда планета малого счастья, ваша планета-управитель Венера, соединяется с Юпитером, планетой большого счастья. Поэтому это какой-то щедрый транзит, который, безусловно, вам подарит, ну, как добрый период, или решить какую-то, может быть, тему наболевшую, или когда увидите для себя новую возможность, или здесь может быть и для кого-то прояснение по отношениям. Иногда по этой карте, если меня смотрят мои дорогие, любимые девочки, неважно какой возраст, это больше внимания со стороны противоположного пола. И, может быть, это когда вас видят, вы для кого-то не просто привлекательны, а со стороны мужчин это может быть желание вот именно быть рядом с вами. Я не исключаю, конечно, замечтаться мы тут не можем, не без этого. А для вас, мои дорогие мужчины, может быть, и есть ну, какая-то важная женщина в вашей жизни, с которой вы хотите именно либо поближе познакомиться, а может быть, соединить свою судьбу. Но, по крайней мере, это то, что не выходит, если мы говорим из головы. Но так вот немножко охладим наш пыл, потому что это карта критического мышления. Безусловно, это карта силы, это карта выносливости, когда и физических сил, и эмоциональных, психологических тоже хватит. Но это карта дипломатии, как ни странно. Вот прообраз нашего эго, лев, он на короткой цепочке, поэтому карта это для всех. Где-то эмоции с вашей стороны могут рваться наружу. Или вы столкнетесь тоже, когда хочется ответить чем-то подобным, когда мы с какими-то колючими, нетактичными людьми сталкиваемся. Но вот элемент здравого смысла, он присутствует. Может быть, и придется уходить от какой-то конфронтации, но это ваша сила. В этом буквально будет ваше как преимущество. Может быть, внезапно какая-то такая ситуация, да, тут может вскрыться какая-то ситуация, как с новыми обстоятельствами. То, что вас прежде вы не могли действовать, или когда вы себе уже как надумали что-то, или приняли, ну, свою позицию, как вот буду действовать определенным образом. Ну или наоборот, даже бездействовать. У кого-то именно бездействие могло проиграться, когда либо страхов было много внутренних, сомнений в человеке, сомнений в целесообразности, что-то продолжать. Тут ведь по-разному, да? А вот теперь этот период заканчивается. Здесь как будто нужно переходить к действиям. Может быть и так. Давайте еще одну карту. Но к действиям, которые, смотрите,
Вот, кстати, должна сказать, тут может быть и иная конфигурация, когда со стороны людей будут проявлены некоторые активные мероприятия с целью вас на что-то уговорить, склонить, чтобы вы в чем-то проучаствовали, приняли чье-то решение, может быть, приняли чье-то мнение, мои дорогие. Карта говорит, нет, силы не равны. Как будто и спорить нет смысла, да, вот это то, о чем я говорила. Через дипломатию. Тут, понимаете, на кону себе не навредить, потому что мы можем всегда по семерке жезлов потратить много энергии и физических сил, а бонусов мы никаких не получим. Но эта карта будет говорить, у тебя сейчас то время, когда ты должен принадлежать себе, потому что здесь мы можем из благородных побуждений включиться в какую-то тему, а нам как будто туда не надо. У вас какая-то своя, вот как новое направление. По этой карте работа в команде, поэтому у кого-то это может быть как, может быть, желание поменять работу. Или кто-то ищет работу. Тогда вот тут нужно не отступать от намеченного собственного плана. Почему? Вам потребуется для осуществления вашего плана, где-то карта говорит, и тройка пентаклей, ну, какое-то время. Тут не будет за пару дней. Поэтому, если что-то где-то притормаживается, а я должна сказать, если планетарные транзиты середина июня месяца, Уран в Близнецах у нас сейчас, но и новолуние в Близнецах. А новолуние, мы знаем, это всегда новая энергия. И Близнецы – это коммуникация. Поэтому в середине месяца, ну там плюс-минус, да, плавающие даты, мы можем узнать какую-то новость, или мы можем в средствах массовой информации какую-то информацию опять же получить, которая будет таким поворотным моментом, что нет, вот тут нужно действовать по-другому. И где-то нам ведь тоже, где, как вот этот вот транзит новолуния, будем говорить, энергии новолуния, нам говорят, не спеши. Тут вот именно нужно что-то будет вам проанализировать, но и не отказаться. Может быть, это, знаете, такой короткий период из пары-тройки дней, когда вот именно мы и не сказали кому-то нет, но и не сказали кому-то да. Вот держим вот это равновесие. Ух ты! А кому-то придется договариваться по личной жизни. Смотрите, карта мага и карта сила. И мы часто говорим, карта женской силы, почему я с этого начала. А маг – это мужская сила. Сложная история взаимоотношений. И два старших аркана. Понятно, тут у каждого что-то свое. Может быть, у кого-то было расставание, у кого-то была ссора, да? Вот эти внутренние страхи, когда мы не знали, ну, это не буквально ужас там какой-то панический, я надеюсь, вы все прекрасно понимаете это, но это сомнение. Потому что явно была какая-то история со знаком минус, уже где-то мы были, мы точно знаем, что какая-то история не закончится. Если она вот будет повторяться, мы туда не пойдем, потому что и были мы там, и видели мы все, и иллюзий уже напрочь никаких не осталось. Но, видимо, тем не менее, кто-то может таким вторичным заходом, все-таки маг у нас, да, почему не попробовать? Не получилось так, дай попробую эдак. Конфигурация взаимоотношений, которые так вот, знаете, на раз и не решаются. Слегонца так вот что-то не примешь, что-то как решение или какую-то цель себе не поставишь. Тут в каких-то тонких энергиях и вибрациях что-то происходит. И поэтому две карты, которые имеют, по сути дела, если мы берем как классические колоды Таро, одинаковая энергия. Вот именно это критическое мышление, которое соответствует магу тоже. Есть, может быть, и вопросы страсти, да, поэтому и сложные отношения, но есть и рационализм. Вот у кого-то так может проиграться взаимодействие с человеком, может быть, и вас что-то удивит, возможно, тут человек что-то передумает, но и у вас, помните, не тушуйтесь, у вас сильная позиция, потому что, а вы тут как будто можете это все переиграть. С кем, с чем связано? Ну вот ничего себе задачка, мои дорогие. Император. Конечно, это карта власти. Вообще сама по себе как какая-то властная структура. Может быть, это и охрана порядка, да? Это какая-то как ступенчатая иерархия. Может быть, кто-то пойдет по конторам, по офисам, по учреждениям, оформлять документы. Придется, да, что-то подписывать, рассматривать, общаться с людьми как на другом уровне. Они стоят как по другую, на другой лестнице иерархии, может быть, и по другую сторону от вас, у кого-то очень высоко. Вот я такого тоже не исключаю. И в этом и будет
какой-то маневр в вашей дипломатии, потому что нужно, может быть, оставить о себе, хочется сказать, почему-то, хотя ни одна карта об этом не говорит, но информация такая идет. Не обострить обстановку, оставить о себе хорошее впечатление. Ну, как раз весы на это, ну, мастера просто. Может быть, это каким-то образом вам помогает. Потому что есть же по аркану император два мнения, мое и неправильное. Можете вы столкнуться с таким человеком. А карте мы задавали вопрос, чем, с кем. Будут связаны неожиданности. Тут знаете как? Тут вы можете от человека какого-то узнать, например, ну, как дополнительный какой-то закон. Но имеется в виду, дополнительных законов не бывает, имеется в виду основной и какие-то поправки, приложения к закону. В чистом виде работала так, а тут вышла поправка и работает уже как-то в другой конфигурации. С чем, с кем это связано? А вот правда ожидание. Может быть, ожидание какой-то важной бумаги, подписания, документа для того, чтобы куда-то поехать. Или для того, чтобы что-то как изменить. Возможно, ответ кто-то ждет, и это будет связано с работой. Ага. А тут все будет по справедливости. Ведь всегда эта карта причина и следствие. Но если мы говорим император, он как раз действует по закону. Здесь вы можете... А у вас победа. Вы знаете, вы договориться сможете. Вы действительно сумеете расположить к себе людей. И, к примеру, если у вас какой-то вопрос долгое время не решался, или вопрос сложный, с такими, знаете, с какими-то заковыками, или с чем-то, которое вот как, ну, имеет под собой, ну, вот знаете, как вариабельность. Можно сделать так, а можно сделать эдак, а можно вообще ничего не делать. То тогда вам какая-то персона, даже которая, ну, по крайней мере, более ресурсная, чем вы, вам может подсказать, вот для чего нужно быть дипломатом, в чем же ваша победа, что для вас будет лучше, каким образом для вас поступить будет более привлекательно. Потому что здесь вот должна все-таки победа в справедливости, мои дорогие. Может быть, это буквально у вас... У кого-то, если мы говорим, вопросы идут в суде, тогда медиаторство, безусловно, вам помогает. Потому что тут, наверное, с кем, с чем. Тут, смотрите, завершается какое-то ожидание. Вот оно точно завершается. Но, может быть, в жизни нашей бывают такие метаморфозы. Тот конечный вариант, который мы получаем, он нас не устраивает. А здесь вот вам придется именно через договоренности максимальный какой-то процент для себя сделать положительного, и вы сумеете договориться, и тогда для вас это будет победа. Давайте мы посмотрим, а к чему приготовиться, что это такое. А тут какой-то марафонский забег на долгую дистанцию. Вам действительно это помогает не на один момент, а вы как укрепляете свое положение. Укрепляете положение, но это будет включать в себя, возможно, будьте к этому готовы, что что-то и завершается. Вы можете получить неожиданную новость, мои дорогие. Может быть, это и в середине июня, ну, плюс-минус мы все разные. Поэтому тут, да, тут неожиданность может состояться именно в том, что, к примеру, собирались в одно место, все-таки тут есть такой момент с перемещением, а поедете в другое, собирались в одни сроки что-то осуществить, а сроки будут пересмотрены, и это будет какая-то другая история. Может быть, в конкретном месте вы с кем-то собирались встречаться, а здесь тоже что-то поменяется. Карта трансформации. Причем первая карта нам говорит о том, что ну, вот этот трансформационный процесс, это не за пару дней и не за один месяц. Вам придется, правда, себя уговорить на что-то. Ведь по карте пятерка мечей мы говорим первого победа, и это всегда конфликт. Тот конфликт, который уже был. Вот теперь его не нужно обострить. Тут его нужно нейтрализовать, как бы суметь договориться. Ваш, действительно, вот смотрите, тут не было бы счастья, да несчастье помогло. У вас вот это критическое мышление, мои дорогие, оно будет развито очень сильно. Почему? Да потому что вы уже были и как будто получили какой-то минусовый опыт. Это было давно. Ну, плюс-минус у кого-то и месяца, у кого-то, может быть, и годы. И вы точно знаете, какой метод не работает. Вот вам как будто нужно будет и не использовать прежний метод, и в то же время сгладить, может быть, какие-то острые углы, потому что для вас будет больше бонусов, меньше конфронтаций, меньше, мои дорогие, недругов, меньше каких-то спорных ситуаций, мои дорогие весы. Вам нужно
Вот все вот именно колючие ситуации или какие-то, может быть, это связано с людьми, вам это нужно нейтрализовать. Вот смотрите, буквально ваша карта. Не рассматриваем мы по полу карту, хоть у нас и королева, а ведь это прообраз Юдифину, если так мы первые где-то колоды берем. И мы знаем, вошла в историю, потому что вот именно благодаря тому, как она сумела распланировать свое действо, она сумела буквально героически какой-то поступок совершить, но ей помогало молчание. Никто не знал, куда она пойдет и что она собирается делать. Поэтому мы говорим, один человек знает, значит, знают все остальные. Где-то храните о себе молчание, но и надеяться нужно на самого себя. Может быть, это вот так рационально вам придется с чем-то разобраться, вам это во благо. Даже как или это какое-то предложение, или услышанная новость, или когда вы думали, что вот вы, допустим, построили какой-то себе план, и вдруг где-то в течение июня месяца, плюс-минус, может быть, это середина, где-то месяца, вы узнаете о том, что «а нет, а вот так не пойдет, тут нужно что-то переиграть, что-то видоизменить, потому что изменились обстоятельства, какие-то новости пришли, что-то вы узнали, может быть, у людей там что-то, ну, как не пляшет или по срокам сдвигается, и значит, вам нужно это быстро переиграть». И здесь не настаивать на своем «нет, тут будет так или никак». Тут ведь именно организация идет. Организация не только по аркану император, как мы говорим, там лица при должности или там буквально учреждения, да, организация имеется в виду, а это организация вашей жизни, вашего благополучия. Тут не просто, мои дорогие, победа на кону, а праздник после победы. Поэтому, ну вот, наверное, наступает в июне то время, когда вашу дипломатию, это ваш как козырный номер во благо самим себе употребить. Как изменится ваша жизнь? Ну, у нас пара выпала, у нас две пары выпало. Маг и сила. Женская и мужская энергия карты. Императрица и император. Ведь и правда, либо это как на дистанции, имеется в виду лестница иерархии, либо у кого-то может быть даже отношения сложные, да, вот как я говорила по аркану сила и маг. Двое людей достаточно сильных, двое людей достаточно ресурсных, самое главное. Вот вопрос в чем. Но ведь если человек ресурсный или человек вам интересен, это, как правило, сложные люди, а простые вам не интересны. Вот когда все понятно, тогда, ну, как-то заскучаешь в уголке, правда? Вот у кого-то и так может быть. И вам придется вот этот баланс не просто постоянно как бы держать во внимании, а анализировать, как строится разговор, как вы построите какой-то диалог, с чего вы начнете и чем вы закончите буквально этот диалог. Просчитать, прочувствовать, слушая интуицию, а каким образом это будет продолжаться дальше. Но вот если так непросто, да, придется быть все время во внимании, вот без критического мышления, но тут никак не пойдешь и не поедешь. Ну тогда давайте мы узнаем. Посмотрите, какие волшебные карты, когда победа и праздник, и две пары. Такое очень редко бывает. Что же там в отдаленном будущем? Какие-то добрые вести. Добрые вести, хорошее настроение. По сути дела, как, знаете, новый жизненный этап. Может быть, это как раз и о примирениях или каких-то согласованиях по части личной жизни. Что это еще? Вот смотрите, отдаленные последствия тут или отдаленные события, мы говорим, да? Здесь по рыцарю жезлов неожиданности какие-то у вас будут. Может быть, это неожиданности, которые будут связаны с вашей семьей, с вашими родственниками. Может быть, и конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Но все же нет. Я тут вижу личная жизнь, вопросы семьи, жилища, пары, взаимодействия. Пусть даже это у кого-то тут через закон. Я не исключаю. Самое главное, вот в будущем тут не просто победа и праздник, а это радость, это счастье, это больше возможностей, это спокойное течение жизни. А может быть, это даже соединение семьи, я такое, или соединение пары. То, что будет, ну, может быть, в июле, августе, все же тут сроки. Мы не ставим, опять же, жесткие. Вот, наверное, это тот итог, который вы получите, и ради которого следует постараться. Давайте мы откроем карту совет.
Вот всегда говорю по этой карте, чтобы быть правильно понятым. Вам, правда, придется что-то переиграть. Мы как меняем направление. Вот шли в одно место, а тут как будто мы понимаем, мне пора сворачивать. Представьте, идете вы по такой дорожке узенькой в лесу во время сумерек. И освещает эту тропинку только лунная, вот именно дорожка, лунный свет. И вроде бы вы там ходили, вы там были. Вы уже знаете, да, может быть, там каждую кочку и каждый камешек. Но вот вы идете и думаете о чем-то, о своем. И вдруг какой-то момент своего пути вы понимаете, да нет, тут нужно действовать не так. Пора именно сворачивать. И когда мы сворачиваем вот с этой тропинки, ну, представьте, в кусты, например, да, а может быть, и есть какая-то дорожка, но мы-то там не ходили. Почему так говорю? Очень целеустремленный молодой человек. Пажи, напомню, это вестники. Значит, как совет, вы услышите какую-то информацию, вы узнаете какую-то новость, которая, может быть, я где-то об этом говорила, служить таким поворотным моментом, когда именно сворачивать придется или переиграть что-то. Себя, может быть, уговорить и перестроить, тоже не исключаю. Но Паш вот этим мечом как будто показывает новое направление. Может быть, шел так, а теперь давай вот вправо, ну, может быть, и влево. И два голубя, которые на острие, а голубь это у нас всегда благополучие. Вот вам это для вашего блага же и нужно. Давайте еще один совет достанем. Вот она, карта Луна. Вот с этой лунной дорожкой. Как будто есть две башни, а нам не надо. И ни ко второй, и ни к первой. Нам именно нужно пройти между. Кстати, по этой карте нам говорят, береги себя, избегай толпы. Тебе как будто нужно весы достичь своего места безопасности. Иногда по этой карте именно место безопасности, о себе подумать. Вот именно в июне, мои дорогие. Иногда в хорошем смысле эта карта эмпатии, дома наших близких или безопасное место. Но еще и эта карта интуиция. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, беременность, Луна. И ну, кому это соответствует по возрасту и поставленным целям. Поэтому будьте внимательны. Но здесь вас что-то красивое, хорошее. Посмотрите. Рыцарь кубков. То есть будут и такие холодные, рациональные мысли. И все же ваш знак зодиака отвечает за интеллект, а мечи это интеллект и обозначает. Но вот между интеллектом и эмоциями, причем такими приятными, вот может быть даже кому-то как придется пройти, а потом свернуть, что-то переделать, перестроить себя на какую-то новую дистанцию. Это точно. Прошлое закрывается. Именно на этой карте мы как будто прежде ходили между вот этими двумя жезлами, как будто не могли прежде что-то совершить. Да, иногда это карта выбора, и у нас здесь буквально, посмотрите, две тропинки. Одна освещается как солнечным уже светом, а вторая вот как в кусты какие-то ведет, мои дорогие. Вот на выборе вы будете, это точно. Где-то аркан Луна, две башни, да, куда? Направо и налево. А тут вот и не направо, и не налево. Но вот, понимаете, вот этот выбор, это и будет означать уход от прошлого. Ну, давайте еще одну карту как совет. Вот куда-то ты не торопись. Я говорила, середина месяца, это точно. Я больше вижу именно когда... Ну, с учетом новолуния в Близнецах. Хотя эти энергии, это ведь будет распространяться до конца июня. Поэтому плюс-минус мы все разные. Может быть, и есть такое важное решение и непростое, которое вам нужно обдумать и так, и эдак. Но помните, иногда аркан умеренность, он олицетворяет такую ситуацию, когда мы можем даже, пусть не для всех, но для кого-то важно услышать, когда мы оказываемся в какой-то сложной патовой ситуации, увы, и это создается конфигурация не случайной случайности, когда не было бы счастья, а несчастье помогло. Когда нам придется действовать как-то вот вообще мы так ни разу не поступали. Вот мы даже об этом не думали. Вот может быть поэтому аркану для чего и умеренность нужна. Она именно нужна, вот как это критическое мышление, чтобы не упустить какую-то возможность. Потому что для осуществления нам придется действовать как-то иначе, что для нас как в новинку.
Будьте к этому готовы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.